Израиль отправил на Луну колонистов. В восточном Суссексе происходит нечто странное. На Марсе есть кислород, растут деревья, а также там находят странные сооружения и останки крепостей. Всем привет! С вами Финемор. В Англии, в восточном Суссексе, велосипедист запечатлел на поле весьма впечатляющую картину. Он заметил на склоне холма необычное поведение овец. 47-летний Кристофер Хок проезжал на велосипеде и заметил пасущийся на поле скот, который выстроился в идеально ровный круг. Мужчина испугался, решив, что стадо овец находится под контролем инопланетного разума. Он вспомнил о таинственных кругах, которые появляются на полях в Англии. Он вовремя сообразил сделать снимок этого необычного явления. Мужчина признался, что это было очень красиво, но вместе с тем очень жутко. Издали овец было не видно, но при приближении к кругу они стали заметны. Животные были подозрительно спокойны. Складывалось впечатление, что они были в каком-то трансе, и это было очень жутко. Вернувшись домой, он поделился этими снимками, где также решили, что это явление выглядит очень странным. 11 апреля 2019 года израильский космический аппарат Берешит пытался высадиться на Луну, но потерпел крушение при посадке. На борту аппарата была так называемая лунная библиотека, подборка различных научных приборов для проведения экспериментов на поверхности Луны. А в ней целая емкость с тысячами тихоходок, микроскопических беспозвоночных. При столкновении она, скорее всего, разбилась, как и сам аппарат. В длину тихоходки, которых на Западе чаще называют водяными медведями, от силы 1,5 мм. У них овальное тело с 4 парами крупных толстых конечностей, и двигаются они действительно очень медленно. Для ученых тихоходки – это поразительный пример выносливости. Они могут проспать в анабиозе год, а потом воскреснуть и вести себя как обычно. В анабиозе они высушиваются, из тела уходит почти вся вода и могут вытерпеть самые невероятные перегрузки. Помимо этого, тихоходки могут жить в жидком кислороде, выдерживают погружение в жидкий гелий, охлажденный до минус 271 градус, а также выдерживают жар до плюс 100 градусов по Цельсию. В общем, тихоходки – невероятные создания, и именно поэтому Израиль сделал их пассажирами своего аппарата. Но аппарат разбился, и какая-то часть тихоходок, безусловно, уцелела, и теперь они находятся на Луне. Ученые теперь задаются вопросами, смогут ли тихоходки выжить в условиях Луны при таком неожиданном эксперименте, и как долго они там проживут. Эксперты пока не дают никаких однозначных ответов на эти вопросы. С Луны тихоходки могут отправиться путешествовать в дальний космос и могут стать причиной возникновения жизни на других планетах, так как живучесть и приспосабливаемость этих микроорганизмов людьми все еще до конца не изучена. И как знать, возможно, когда-нибудь они прилетят на нашу планету в поисках установления контакта с разумной жизнью. Чем больше мы изучаем Марс, тем больше необычных вещей находим. И, возможно, самая большая загадка Марса – была ли на нем жизнь в прошлом и, может быть, осталась и сейчас. Еще одной частью этой загадки стал недавний пресс-релиз от НАСА, в котором было описано необычное изменение содержания кислорода в атмосфере Марса. Ученые НАСА установили, что уровень метана на Марсе поднимается и опускается иначе, чем было представлено ранее. Метан, как и кислород, это биологический газ, то есть он является побочным продуктом жизнедеятельности живых организмов. В прошлом году марсоход Curiosity обнаружил, что уровни метана в атмосфере Марса меняются в зависимости от сезонов. Летом возрастают, уменьшаются зимой, а также у него периодически наблюдаются необычные пики, скачки вверх. Это открытие в сочетании с некими органическими частицами, найденными в том же году в марсианской почве. Нынешние же открытия с кислородом
еще больше убеждает, что на Марсе, похоже, все-таки есть жизнь. Ученые НАСА обнаружили, что кислород на Марсе, как и метан, ведет себя так же причудливо, и у него тоже время от времени происходят разные скачки. И точно так же самая большая концентрация кислорода накапливается именно летом. Это открытие сделал тот же Curiosity на основе данных за 3 последних года наблюдения в районе кратера Гейл. Ученые проанализировали собранные ровером данные и выяснили, что другие атмосферные газы Марса уменьшаются и увеличиваются согласно расчетным данным. Уровень кислорода на Марсе ведет себя очень аномально. Весной и летом он повышается до 30% и лишь к осени падает до рассчитанных норм. Некоторые ученые НАСА убеждены, что причиной является что-то биологическое. Мелисса Трейнер, планетарный исследователь из центра НАСА, говорит следующее: «Мы изо всех сил стараемся найти этому объяснение. Тот факт, что поведение кислорода меняется каждый сезон, заставляет нас думать, что дело не в динамике атмосферы. Там должен быть какой-то химический источник, но пока мы не можем его найти». Метан и кислород – это биологические производные, однако их также много и в марсианской почве. Некоторые ученые уверены, что причина скачков скорее геологическая, чем биологическая. Однако даже у них пока не получается объяснить эту причину. Мы пока не в состоянии выявить тот процесс, который производил бы такое количество кислорода. Но мы думаем, что что-то происходит в верхних слоях почвы, и эти изменения сезонные, говорит Тимоти МакКоначи, соавтор доклада об этом открытии. Тем временем Мелисса Трейнер прямо призвала ко всем умным людям, которые заинтересованы в этом, помочь им с определением источника этих скачков кислорода. Ну и опять, моя фантастическая идея. Что если весной на Марсе просыпается нечто, что осенью и на всю зиму снова впадает в спячку? Это нечто живое, и именно оно повышает уровень кислорода на 30%. А как думаете вы? Аппараты НАСА вот уже 2 десятилетия посылают на Землю не только стандартные снимки марсианской поверхности, но и фотографии с аномальными объектами, в том числе с тем, что очень похоже на кустарники или деревья. Что это такое, пока никто с точностью сказать не может. Теперь я убежден, что на Марсе живет раса безумных садовников, произнес знаменитый писатель-фантаст Артур Кларк в 2001 году, когда увидел первый необычный снимок с марсианскими деревьями. По его мнению, это было очень хорошее доказательство того, что на Марсе есть жизнь. А там, где есть растения, вероятнее всего будут и насекомые, и животные, и, скорее всего, разумная жизнь. Mars Global Surveyor, запущенный НАСА в ноябре 1996 года. С 1999 года этот аппарат стал присылать на Землю с орбиты Марса снимки высокого разрешения. Среди этих снимков попадались очень необычные, которые невозможно было определить. На них были странные объекты, которые напоминали вид сверху на деревья с широкими пышными кронами. Этот снимок стал известен как марсианские баяновые деревья, и по нему до сих пор ведутся активные споры. Этот снимок был сделан много лет назад, но споры о его природе регулярно ведутся до сих пор, хотя, казалось бы, специалисты уже высказали мнение о том, что это полностью естественное образование, а вовсе не постройки марсиан. Представьте себе огромную сеть странных, больших труб, расположенных на некоторых участках ландшафта Марса. Может быть, это творение древней марсианской цивилизации, по которым они перемещались, словно по шоссе. Или же это просто любопытное и редкое, но вполне естественное явление марсианской поверхности. Так или иначе, споры насчет этих необычных объектов ведутся до сих пор. Все началось после того, как аппарат Mars Global Surveyor, запущенный НАСА в ноябре 1996 года, начал присылать на Землю первые сделанные им снимки. Снимки были настолько качественными, что исследователи даже обнаружили следы от потоков воды в глубоких ущельях. Среди этих фотографий был снимок, который тут же поставил в тупик ученых НАСА. На нем были изображены странные структуры, похожие на ребристые трубы,
с прозрачными, словно сделанными из стекла стенами, идущие в 3 разных направлениях по каменистой поверхности. Когда этот снимок был обнародован, множество людей заговорило о том, что наконец-то обнаружены знаменитые марсианские каналы, о наличии которых еще в XIX веке писал итальянский астроном Джованни Скипарелли. А каналы эти якобы были построены древней марсианской цивилизацией. Есть и другая версия, что это не прозрачные каналы, а огромные живые существа, марсианские черви, живущие в почве. В общем, шуму эта фотография в свое время наделала очень много. Потом подключились серьезные исследователи вроде Дэвида Пьерри, который заявил, что прозрачные трубы на самом деле просто симметричные дюны, созданные ветрами. А по мнению геолога Рона Никса, ребра этих труб – просто результат сильного выветривания, то есть равномерно приоткрытые участки другой породы. Годами позже с Марса были получены еще фотографии, на которых можно было разглядеть что-то похожее, и на этих снимках трубы в самом деле выглядели как просто необычный ландшафт. Так что же, никакой загадки не было? Не торопитесь делать выводы, друзья. Дело в том, что на всех поздних снимках ни у одной трубы не проглядывается такой отчетливый стеклянный фон, какой можно хорошо рассмотреть на первом снимке. А еще на этом же снимке рядом с трубами видны в земле несколько отверстий. По диаметру они очень хорошо стыкуются с диаметром труб. Словно там под землей точно такие же трубы. Интересно, не правда ли? Новая любопытная находка показывает потенциальные останки древней марсианской крепости, которую построили марсиане. Недавно множество старых фото Марса были загружены на один из сайтов НАСА, и там нашелся очень любопытный снимок за номером Е1462. В верхней части этой фотографии можно разглядеть объект, похожий на квадратные руины какого-то крупного строения, почти занесенные песком. Если сделать эту часть фото еще более резкой и затемненной, то правильная форма этих руин становится еще более заметной. Неужели это останки инопланетной базы или древнего марсианского поселения? Снимок тут же стал вирусным. Это самая интригующая фотография руин, похожих на останки крепости с огромными толстыми внешними стенами. В те времена, когда на Марсе была атмосфера, по нему текли бурные реки и росли густые растения. На нем существовала развитая цивилизация, то от нее должно остаться хоть что-то. Проблема в том, что все марсианские руины были занесены песком и камнями за прошедшее время. И если на этом фото мы отчетливо видим эти руины, тогда, скорее всего, это было действительно очень высокое здание. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.